10 сентября 2021 года произойдет знаменательное событие. Исполнится 300 лет подписания Ништадтского мира, положившего конец Северной войне и навек утвердившего Россию в Европе на берегах Балтийского моря. Примечательно, что с российской стороны мир был подписан сподвижником Петра Великого, знаменитым шотландцем Яковом Брюсом, представителем королевской династии Шотландии, к тому времени полностью утратившей свою независимость от Лондона. И не случайно эта миссия была доверена Брюсу. Тем самым как бы признавался значительный вклад, который внесла в победу над Швецией целая плеяда оказавшихся на российской службе шотландских офицеров и генералов. Генерал-фельдмаршал Яков Брюс – один из самых известных русских шотландцев. Он входил в число ближайших сподвижников Петра I. Участвовал в крымских и азовских походах, за командование русской артиллерии в Полтавской битве 1709 года был удостоен ордена Андрея Первозванного. В 1702 году открыл первую в России обсерваторию при навигатской школе в Сухаревой башне. Теряя независимость своей горной страны, ее военная элита предпочитала обрести новую родину в далекой России. И, наверное, есть какая-то историческая закономерность в том, что именно в год 300-летнего Ништадтского юбилея вновь в полную силу встал вопрос о возвращении Шотландии своей независимости. Следует признать, что ни одно из появившихся на карте Европы за последние десятилетия новых государств не имело такой 800-летней традиции самостоятельной государственности, как Шотландия. Тоже можно сказать и о других ресурсах, позволяющих шотландцам претендовать на особое место в мире, от культурных до экономических. Было что-то аномальное в том, что это право не предоставлялось тем, кто в наибольшей степени для него созрел. Лондон, уже пожертвовавший многими частями былой империи, за свой шотландский задний двор держался до конца. Он продолжает это делать и сейчас. В конце января британский премьер Борис Джонсон совершил турне по Шотландии. Перемещаясь по городам и весям региона, он в свойственной ему экзальтированной манере призывал шотландских националистов перестать говорить о новом референдуме о независимости. Мол, шотландцы должны сосредоточиться на восстановлении страны после пандемии COVID-19. Борис Джонсон заявил, что стремление Стёрджен провести референдум после майских выборов – диверсионная тактика, призванная якобы отвлечь внимание от неудач шотландской национальной партии во внутренней политике. Однако объективные данные показывают, что и в борьбе с пандемией, и в преодолении ее социально-экономических последствий Стёрджен действует более эффективно, чем Джонсон на общебританском уровне. Опросы показывают, что избиратели симпатизируют уверенному руководству Стёрджен и глубоко сомневаются в компетентности Джонсона. Неудивительно, что, как это часто бывает в последнее время, англичане пускают в ход последний аргумент короля – пресловутую российскую угрозу. Утверждается, например, что независимая Шотландия не будет в безопасности из-за происков агрессивной Москвы. При этом, дескать, полагаться на НАТО ей будет трудно. Действительно, зачем это все новой Шотландии, если кроме как из Лондона никакой внешней угрозы для нее не существует? И уж менее всего из находящейся на другой стороне континента России. У Москвы исторически, с точки зрения сегодняшней политики, есть полная готовность к сотрудничеству с Эдинбургом и предоставлению ему любых гарантий безопасности. У России и Шотландии общий небесный покровитель – святой Андрей Первозванный. Шотландцы используют хорошо нам знакомый Андреевский флаг, только с инверсивными цветами – белый крест на синем небе. В качестве национального символа Андреевский крест стал использоваться в Шотландии с конца XIII века. В России Петр I утверждает орден святого Андрея Первозванного и Андреевский флаг по шотландскому образцу в 1699 году. Шотландцы появлялись в России и до Петра. Они, например, использовались Иваном Грозным в Ливонской войне, занимались кораблестроением, оружейным делом. В первой трети XVII века в русской армии оказывается генерал Александр Лесли, сын известного шотландского военачальника. Он заключил договоры о доставке в Россию 5000 наемников. При этом один из 4 полков был набран только из англичан и шотландцев. Этот полк принимал участие во взятии Смоленска и осаде Риги. В XVIII веке шотландец Огилви, любимец Петра I, дослужится до звания генерал-фельдмаршала и станет главнокомандующим русской армией. Именно Огилви составил ее первое штатное расписание. Генерал Патрик Гордон относился к числу не только видных российских военачальников, но и личных наиболее доверенных друзей Петра I. В конце XVIII века адмирал Самуил Грейк во время русско-шведской войны 1788-1790 годов успешно командовал Балтийским флотом. В XIX веке в сражениях за Российскую империю особенно прославился потомок старинного шотландского рода фельдмаршал Барклай де Толли.
Ставший после него главнокомандующим русской армией в войне с Наполеоном Михаил Илларионович Кутузов во многом продолжил начертанную им тактику. Список созидателей российской государственности и культуры из числа шотландцев велик и за пределами воинской касты. Для национальной памяти известнее всего, наверное, другой потомок шотландцев, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Его предок Георг Лермонт прибыл в Россию из Литвы в начале XVII века, выходец из города Сент-Эндрюс, знаменитого самым древним в Шотландии университетом. В Россию Лермонт попал в качестве военнопленного, затем перешел на русскую службу. Сам Михаил Юрьевич писал в стихотворении «Гроб Оссиана». Под занавесою тумана, под небом бурь, среди степей, стоит могила Оссиана. В горах Шотландии моей летит к ней дух мой усыпленный, родимым ветром подышать и от могилы сей забвенной вторично жизнь свою занять. Основоположником русского классицизма в архитектуре считается Чарльз Камерон, по происхождению шотландец. В 1802-1805 годах он состоял главным архитектором Адмиралтейства. Даже знаменитый путешественник Миклуха Маклай возводил свой род к шотландскому клану Маклаев. Среди шотландцев в России было много прославленных медиков, представителей других профессий, деловых людей. Знаменитый ЦУМ, например, основан шотландцами Мюром и Мерилизом. Ученые, руководящие исследованиями по выявлению генетической связи между Лермонтами и Лермонтовыми, считают, что в жилах примерно 250 тысяч россиян может течь шотландская кровь. При этом многие потомки шотландцев могут понятия не иметь о своих корнях. Так что никаких иных чувств, кроме ощущения исторической близости, признательности и уважения к будущей независимой Шотландии, россияне испытывать не могут. Шотландцам нет нужды опасаться России или искать защиты у Североатлантического альянса. Они вполне могут избрать себе путь, которого, например, придерживаются Австрия и Швеция, входящие в Евросоюз, но не в НАТО. И это только укрепит стабильность и безопасность Европы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.